Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. В этом видео я поделюсь с вами интересным способом, как обработать края без оверлока. Шьем с вами пододеяльник на молнии без оверлока. Очень интересный способ. Такую красивую ткань вы можете для себя подобрать в магазине Unique Shop 24. Там много различных расцветок и панели есть для бортиков, для одеялок. И у меня здесь такие вот мишки, очень красивые. А к ним я подобрала вот такую вот однотонную ткань. Это тоже сатин премиум. Красиво сочетается. Посмотрите, получается у меня будут такие вот мишки. И на обратной стороне нежно-голубой цвет. Пойдемте с вами шить скорее пододеяльник. Также потребуется молния. Молния в данном случае у меня здесь потайная, но можно взять и обычную витую. 50 сантиметров. Опять же, все зависит от ширины вашего пододеяльника. Я срезаю все кромки, вернее, здесь идет такая линия, по которой можно легко все срезать, даже размечать не нужно. То есть здесь идет печать разных панелей, и по этой намеченной линии просто срезаем все края. Затем я нахожу серединку, помечу себе маркером водорастворимым, и от этой середины я буду втачивать молнию. Я подготовила уже два отреза ткани, одна из панели, а вторая из голубого отреза. И теперь снизу края нужно заутюжить два раза. Один раз на 0,5 и второй раз на 1 сантиметр. Перед раскроем обязательно ткань нужно продекатировать утюгом с паром, чтобы дать принудительную усадку ткани. Но эта ткань сатин премиум, она практически не садится. То есть в отличие, если брать бязь, либо перкаль, то есть эта ткань достаточно высокого качества и сильно не садится. Затем, посмотрите, здесь я заутюжила два раза и подворачиваю только на один раз. Затем к намеченным линиям прикладываю молнию. То есть я нашла серединку и обычной лапкой втачиваю молнию. И здесь очень важно, что у меня одна сторона сейчас в данном случае подвернута только на один раз. Сейчас я вам покажу. А второй раз, когда вот так подворачиваем на заутюженный отворот, молния прячется. Вот так. Затем я беру вторую часть. Вот здесь у меня тоже все заутюжено. Я на два раза уже здесь заворачиваю и просто сверху прикладываю. Сверху примерно заходя на светлую ткань на 0,2-0,03 мм. И в самый край настрачиваю. Когда я дохожу до молнии, до собачки, я разворачиваюсь и продолжаю далее прокладывать строчку. То есть у нас образуется рамка. Посмотрите на видео. Очень удачный способ. Точно такой же способ у нас есть в гнездышке, которое мы ранее шили. Гнездышко с молнией. И снизу, когда я дохожу до конца молнии, я разворачиваюсь и продолжаю идти наверх. То есть образую рамку, а затем я уже проложу строчку снизу, то есть закрою края.
И вот так получается, молния скрыта и не мешается. Можно поставить как потайную здесь, так и витую молнию. Вот, посмотрите, как все аккуратно получается. Обязательно нужно это все отутюжить. И вот, смотрите, там спряталась молния. И с изнаночной стороны вот так выглядит тоже, все срезы закрыты. Затем я сложила лицом наверх две эти части и скалываю иголками по всему периметру. Нужно будет проложить строчку от края на 0,4 мм. Прокладываем строчку по лицевой стороне пододеяльника. Посмотрите, как получается. Излишки можно немножечко подрезать, если есть ниточки. Утюжим. Хорошо выправляем все шовчики. Пододеяльник у меня сейчас вывернут на изнаночную сторону. И я утюжу. А затем будем прокладывать строчку по изнаночной стороне уже на 0,6 на 0,7 мм от края. Выворачиваем пододеяльник и утюжим. Все швы получаются закрытые. И мы обошлись с вами без оверлока. Посмотрите, как аккуратно здесь вставлена молния. И она скрыта, не будет мешаться. И удобно вставлять можно одеялко. А в жаркое время можно просто укрываться таким пододеяльником. Внутри вот так обработаны все швы. Все закрыто. Ничего не будет расползаться. Дорогие мои рукодельницы, магазин Unique Shop предоставляет для вас скидку минус 10% на заказ по промокоду Николаева. Все ссылки, как обычно, я оставляю в описании под этим видео. Проходите и выбирайте для себя самые красивые ткани. Я желаю вам хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!